сколько мы сможем проехать километров на одном баке. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Расход получается где-то в районе 6-7 литров. Компания BMW пошла на уступки для нашего рынка. Спасибо всем джамбульским за теплый прием. Все было круто. Мы не только растратили все преимущество, а запас хода теперь показывает черточки. То есть у нас больше нету запаса. Бытует мнение, что огромный кроссовер слишком прожорливый в плане топлива. Мы решили это опровергнуть и проверим, сколько мы сможем проехать километров на одном баке. Для этого мы берем 3-литровый бензиновый X7 в модификации 40i. Ну и чтобы было интереснее, мы поедем на двух автомобилях. Второй X7 у нас с дизельным мотором того же объема, 3 литра. И поедем по маршруту Великого Шелкового пути из Алматы в город Тарас и обратно. Сейчас заправляем оба автомобиля по горлышко до отстрела пистолета. И будем смотреть, сколько проедем километров. Ты, кстати, на каком хотел бы поехать? Я хотел бы на дизеле. Блин, я тоже хочу на дизеле. Давай тогда как-то решать. Я давай. По-взрослому. Давай, договорились. Суефа? Да, например, так. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я на дизеляке. Все, мы поехали, заправимся и вперед. Для чистоты экспериментов бензиновый X7 мы заливаем 95-й, потому что не везде и всегда на дорогах вы можете найти 98-й. Вообще 95-й это рекомендуемый минимум для этого автомобиля. В баках уже было топливо, поэтому давайте просто посчитаем, сколько в тенге вам выйдет полный бак. У бензинового автомобиля объем бака 83 литра. При стоимости 95-го 212 тенге за литр. Полный бак вам выйдет 17 596 тенге. Дизельный X7 мы заправили летним дизелем по 200 тенге за литр. При объеме бака в 80 литров выходит 16 тысяч тенге. Баки заправлены, мы сами подкрепились кофе. Теперь сбросим одометр, чтобы сделать засечку по километражу. И можно отправляться в путь. Начинаем мы наш путь с границы города Алматы и держим до древнего города Тарас. Сразу же переводим автомобили в режим максимальной экономии топлива Эко-Про. Ну и на самом деле я тоже хотел поехать именно на дизельной версии. Во-первых, потому что это автомобили с дизельными двигателями у нас менее распространены. Ну и часто говорят о том, что у них больше крутяшки, конечно, веселее едут. А у нас на самом деле примерно один объем двигателя, около 3 литров. Но в бензиновой версии, конечно, больше лошадок. Там 340 лошадиных сил и 6,1 секунды до сотни. В то время как в дизельной версии всего 250 лошадиных сил и 7 секунд до сотни. Но у нас, конечно же, за счет дизеля больше крутящий момент. Он составляет здесь 620 ньютон-метров, и он доступен на малых оборотах, с 2500 оборотов в минуту уже максимальный крутящий момент. Ну и мои первые, наверное, страхи были связаны с дизелем, то, что будет шумно тарабанить, там, как вы наверняка помните в старых дизельных машинах, как работал двигатель. Здесь ничего подобного нету, абсолютно. Мы стояли на заправке, когда запустили двигатели, не слышно вообще, как работает двигатель. И вот сейчас у нас скорость 100 км в час по трассе. Если бы мне не сказали, что это дизельный автомобиль, я бы так по ощущениям даже бы и не догадался. Какая плавность хода на X7, это просто какой-то корабль на воздушной подушке по трассе. Все-таки X7 для трассы определенно очень хороший вариант. И отдельно, конечно же, хочу заострить внимание на электронные помощники, ассистент водителя. Включили сейчас круиз-контроль, активный круиз-контроль, контроль полосы движения, контроль дистанции впереди идущего автомобиля. И мы едем сейчас по трассе. Он сам придерживается центра полосы, сам выдерживает дистанцию, опять же, до впереди идущего икса. Всегда показывает, какие автомобили мы обгоняем. Отдельно отличает грузовой автомобиль. Вот вы сейчас слышали, я надолго убрал руки с руля, и он тут же привлек наше внимание с помощью индикаторов на руле, и с помощью звукового сигнала, что все-таки верните руки на руль. Это не полный автопилот, но точно помогает на дальней дороге, хотя бы ехать не напрягаясь. По предварительным расчетам у нас появилась еще одна главная цель. Не только съездить на одном баке до Тараза и обратно, а также, чтобы бензиновый X7 проехал 1000 километров на одном баке. Думаю, это хороший вызов. Мы двигаемся в режиме Эко-Про, это самый топливно-эффективный режим. Когда мы залили полный бак, компьютер у нас показал запас хода 615 километров. И вот уже спустя 115 километров запас хода не уменьшился, а даже увеличился и показывает сейчас 654 километра. Средний расход по компьютеру 9,2. Но интересное замечание, когда едешь по трассе 110 км в час,
по ровной дороге, то есть без подъемов, расход получается где-то в районе 6-7 литров. Двигаюсь я, естественно, с включенным круиз-контролем. Так проще и так эффективнее, опять же, по расходу. И мы едем с включенным климат-контролем. Интересно, а как дела у Тимура? У меня в это время было все хорошо. Плавность хода, комфортные кресла с ломающейся спинкой и ассистент вождения оказались сильнее меня в столь раннее утро. Давайте немного внесем ясность по запасу хода. Запас хода поначалу увеличивался только потому, что автомобили адаптировались к режиму трассы, где, естественно, расход топлива значительно снижается, и при помощи нехитрых математических вычислений автомобиль начинает понимать, что при таком расходе топлива ему хватит на гораздо большее количество километров. Вот мы проехали уже где-то 200 километров. Какой у тебя сейчас расход показывает? У меня компьютер показывает 8,5, а что касается запаса хода, то где-то 650 еще. Классно, но у меня 6,8 расход по компьютеру. И запас вырос уже до 870 километров. То есть мы проехали 200, уже, по идее, мы уже 1000 километров на дизеле проедем. В общем, по расчетам ты еще пока не держишь 1000 километров, да? Пока нет, но приближаюсь к этой цифре. Как это вообще? 2,5 тонны примерно вес и меньше 7 литров дизеля, я не представляю, как это происходит вообще, от чего? Да, это хороший вопрос, многие им задаются. На самом деле у BMW есть философия, которая называется BMW Efficient Dynamics. Это просто комплекс мер, которые направлены на то, чтобы сэкономить вес в автомобиле, чтобы он, тем не менее, оставался таким же крепким и жестким на скручивание. Однозначно технологии, которые позволяют мотору потреблять меньше топлива и в то же время быть мощным, тяговитым. Вот этот весь комплекс мер, в том числе и аэродинамика, и многие ухищрения в автомобиле, доработки, это все направлено на то, чтобы как можно было меньше расхода топлива. Машина была полностью эффективной. А как вот в моем случае к дизелю, какие требования вот у нас в наших реалиях? Есть какие-то требования к качеству топлива? Ну, то есть есть какие-то противопоказания какие-то? Ну, скажем так, разумеется, как и все автолюбители, топливо для автомобиля должно быть высокого качества. Но компания BMW пошла на уступки для нашего рынка, и они поставляют нам дизели, которые максимально устойчивы к плохому качеству дизеля. Но лично для меня впечатление от дизеля – это его запах. Запах дизельного топлива для меня – это напоминание о Европе. Пойду понюхаю выхлопную трубу. Вот такие шутки бывают рано утром, а мы продолжаем путь. В городе сбросили показания одометра, и полный бак дизеля показывал запас хода 818 километров. Сейчас проехали уже 340 километров, я еще по дороге вздремнул, а запас хода показывает теперь 850 километров. Фантастика, даже 1/4 бака мы еще не израсходовали, при том, что мы уже почти приехали в Тарас. Время в пути пролетает незаметно, и вот мы останавливаемся на въезде в город, которому уже более 2000 лет – город Тарас. Мы доехали до въезда в город Тарас. Что у нас с ситуацией по расходу? Значит, расход у нас установился средний в районе 8,4 литра. Запас хода 495 километров, и проехали мы 469 километров. То есть у нас есть все шансы вернуться в Алматы, и мы очень надеемся, что мы достигнем желаемой цифры в 1000 километров. Глушу автомобиль, и пойдем узнаем, как у Тимура дела и какая ситуация у него с расходом. Что там? Какой у тебя Что там? Ну, у меня остаток 495 километров. 500, да? А расход? А расход 8,4. 6,7. Остаток 750 километров. Круто, круто. До Ташкента можно доехать еще. Сейчас план. Мы зачем в Тарас едет? Как вроде? На юг вообще красно для чего идет? Гастротуры. Мы сейчас поедем обязательно покушать
местного мяска, набить желудки, потому что приехать на юг и не покушать, это, наверное, будет глупо. И заодно посмотрим город. Первое ощущение от города невероятно чисто и зелено. Видно, что люди уважают то место, где живут. После того, как мы поели и отдохнули, у нас была небольшая экскурсия. Проехались по городу, посмотрели центр и заехали прогуляться в целый комплекс Древний Тарас, на котором располагается старая торговая площадь, парк, проводятся раскопки древней архитектуры. В общем, очень интересно. Жаль, что у нас так мало времени, надо вернуться сюда еще раз. Но у нашей экскурсии есть и обратная сторона. Это растущий расход топлива. Поэтому нам нужно поторапливаться выезжать обратно на трассу. Все, мы в самом центре моего родного города Тарас, прямо возле парка Древний Тарас. Именно здесь как раз-таки располагался рынок на пути, Великом Шелковом пути. Здесь проходил товарооборот, и на самом деле городские власти, нужно дать им должное. В моем детстве такой красоты не было. Они восстановили рынок, сделали вот прям невероятную красоту, навели для горожан и для туристов. Теперь здесь мы разворачиваемся и едем обратно. Как тебе, кстати, мой город? Мне он очень понравился, мы успели побывать в некоторых местах. Жаль, конечно, что у нас очень мало времени, но у нас стоит в первую очередь цель, которую мы должны выполнить. Поэтому садимся по машинам и едем обратно в Алматы. Все, договорились. Джамбульским всем салам. Мы поехали дальше. Так как мы заезжали в город и ездили по правилам дорожного движения именно города, то есть с небольшой скоростью и при разных режимах, с постоянными остановками, разгонами, запас хода изменился и упал на 100 километров. Сейчас мы возвращаемся на трассу, и по идее он должен восстановиться до того значения, которое было у нас до въезда в город. Немного хочу рассказать про родной город, где я родился и больше 20 лет не был. На самом деле многое изменилось в лучшую сторону. Однозначно город стал красивее, много стало парковых территорий. Ну и, как я говорил, сейчас уже на самом деле очень легко. Просто в один день марш-бросок от Алматы до Тараза, 500 километров в одну сторону, 1000 километров в две стороны. Ну, можно будет, оказывается, на самом деле в легкую сделать. Сейчас у нас и дороги на юге хорошие, и автомобили современные позволяют с удобством и с комфортом добраться в таком маршруте. Кстати, хочу заметить, что мы передвигались по городу вдвоем, 2 X7, таких нарядных, красивых, и это однозначно, определенно айстопер, особенно вот в городе Тарас. Очень теплые люди, они сразу подходили, здоровались, спрашивали про автомобиль, что это за автомобиль, какой там объем, какая мощность. Ну, то есть, однозначно он привлекает внимание, и мне кажется, весьма удачным получился большой кроссовер в линейке BMW. У него есть народная любовь, особенно, вы знаете, в регионах очень любят немецкие автомобили, а тут абсолютно новый большой кроссовер. В общем, внимания было много, все сопровождали, все махали вслед, все здоровались, и школьники подходили, фотографировались. И на самом деле я вспоминаю себя в их возрасте, когда у меня висели плакаты автомобилей в детской комнате. Я, конечно, если бы увидел 2 таких дорогих премиальных кроссовера, если в нашу молодость, я бы тоже, наверное, очень порадовался. В общем, спасибо всем джамбульским за теплый прием. Все было круто. Всем салам. Мы вышли на крейсерскую скорость в 110 км в час. На одометре общий пробег уже 560 км, а запас хода показывает 404 км. Есть надежда, что мы преодолеем заветную цифру в 1000 км. Скрещиваю пальцы. Когда уже стемнело, снимать кроме как постоянно меняющегося расхода было нечего, поэтому остальная часть ролика пройдет, так сказать, в ускоренном варианте. Мы немножко схитрили. Как только температура за бортом упала до 22 градусов, мы выключили систему климат-контроля. Это дало нам дополнительное преимущество в расходе. И нам удалось, двигаясь с крейсерской скоростью, сравнять запас хода и пройденный километраж до заветной цифры в 1000 километров. Более того,
нам удалось выиграть дополнительные 20 километров для себя. Но впереди был небольшой перевал, на котором мы не только растратили все преимущество, но и теперь нам не хватает тех же 20 километров до заветной цифры. Впереди нас ждут две трудности. Первая – это небольшой ремонт дороги. И вторая – это еще один небольшой перевал. Но есть и хорошая новость. Впереди длинная прямая, на которой я надеюсь, что мне удастся возобновить растраченное преимущество. Но у дизельного X7 все прекрасно. У него аж 400 километров запас хода, и он может не переживать ни о каких трудностях. Везет же людям. Итак, ситуация накаляется. Только что автомобиль сообщил нам, что мы используем резервное топливо. До Алматы нам ехать 80 километров, это до площади Республики. А запас хода у нас 90 километров, то есть мы в аккурат добираемся до Алматы. Но нам не хватает чуть-чуть километража до заветных 1000 километров пробега на одном баке. Но мы не сдаемся и достигнем своей цели. На пути к нашей цели, после того, как мы преодолели 2 перевала, объездные дороги, ситуация обострилась еще больше. Мы пересекли границу города Алматы, а это означает, что первая часть нашей миссии выполнена. На одном баке мы съездили из Алматы в Тарас и вернулись обратно. Но у нас стоит главная задача – достичь 1000 километров на одном баке. Текущая ситуация: у нас 969 километров, а запас хода 26 километров. Мы не отчаиваемся, и мы сделаем это. Благо, трафик в 2 часа ночи позволяет спокойно и без дерганий доехать до заветной 1000. Мы уже едем по городу Аль-Фараби Сейфуллина. Мы выбрали конечную точку, это заправочная станция. До нее ровно столько километров, сколько нам нужно проехать до 1000. В данный момент у нас запас хода 9 километров, а общий пробег у нас составляет 986 километров. Мы это сделаем. Ну а дизельный X7 чувствует себя очень и очень комфортно. Можно даже сказать, свысока наблюдая за происходящим. Запас хода составляет 260 километров, и мы на абсолютном релаксе пробиваем отметку в 1000 километров. Общее время работы двигателя после сброса составляет 11 часов 35 минут. Значит, через 300 метров уже мы преодолеем рубеж в 1000 километров. Это до заправочной станции. Можно будет остановиться, открыть шампанское и принимать поздравления. 4 девятки на одометре. Нам остается 100 метров до рубежа в 1000 километров. Ура! Все! 1000 километров на целом баке. 3-литровый двигатель BMW Twin Power Turbo. У нас даже запас хода остался в 2 километра. А вот теперь кульминация, друзья. Смотрите, у нас на одометре 1000 километров и 700 метров, а запас хода теперь показывает черточки. То есть у нас больше нету запаса для того, чтобы преодолеть хоть какое-то расстояние. Но тем не менее мы продолжаем двигаться. Вот он разворот, вот она заправочная станция. Все, даже уже здесь, если она остановится, можно будет ее толкать. Но мы не будем этого делать, потому что мы подъезжаем к заправочной станции, паркуем автомобиль и спокойно выходим из него. С пробегом 1001 километр и 800 метров. Это победа! Ну, рассказывай, 1000 есть? Есть. Более того, 1001 километр и 800 метров. Отлично. А у меня еще 225 километров запаса хода, то есть мне хватит еще сейчас поехать на Капчугай и завтра вернуться оттуда. Прямо сейчас поедешь? Прямо сейчас поеду. Вообще меня очень удивил. Я еще никогда в жизни не проезжал за один день 1000 километров, еще и остался с запасом хода. Круто. Да, я тоже. Я причем ни капельки не устал. Все, мне очень понравилось. Давай, спасибо. Мне тоже. Рад был с собой попутешествовать. И счастливой тебе дороги до Капчугая. Супер, я поехал купаться. Давай. Это были самые сложные последние 100 километров пути. Я попал в пробку из грузовиков, я бежал трассу по гравийке, я карабкался в гору и все время переживал, а хватит ли мне топлива. В конце концов, мне хватило, и я проехал даже еще больше. И за это я накормлю автомобиль 98-м бензином.
Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И напишите в комментариях, куда бы вы отправились на X7.